Друзья мои, всем привет! С вами компания PandaWay. Как вы помните, в обзоре про BYD Song Plus мы назвали его идеальным электромобилем в своем классе. Но затем был ролик с Leapmotor C11, который мы тоже назвали идеальным электромобилем. Но в этом классе есть еще третий электромобиль, который тоже претендует на звание идеального электромобиля с идеальным соотношением цены и качества. Это ION V Plus. Встречаем красавчика брутального. Давайте разбираться, кто же из этих трех электромобилей лучший и какой же электромобиль все-таки купит Антон, а может быть и я. Поехали! Электромобиль бренда довольно известного и надежного. Это GAC. Это один из крупнейших брендов в Китае. Он на одной ступеньке с BYD. Но у этого электромобиля есть еще одна плюшечка интересная. У него платформа на 880 вольт, которая способна зарядить электромобиль за 5 минут до 200 километров. При помощи этой платформы электромобиль заряжается с 0 до 80% за 8 минут, ребят. А как так? Серьезно, как? В смысле 8 минут, Леха? Это, конечно же, все в теории. Это технологии будущего, да. Сейчас пока нет таких зарядок, которые способны зарядить его с такой скоростью. Но они уже в планах, они уже в разработке. И в ближайшее время они появятся в городе. И как только появятся, мы, конечно же, снимем этот тест, потому что мне самому интересно, как так, с 0 до 80% за 8 минут. Так я дорогу не успею перейти, чтобы чашку кофе попить. У тебя машина сколько принимает мощности? 200 точно. 200. Здесь 480 киловатт. Это уже будущее, да? Был ION V изначально. Он был с воздухозаборниками, да, с аэродинамическими отверстиями. Здесь аэродинамических отверстий уже нету. Здесь у нас переработана полностью его морда и зад электромобиля. Посмотрите, как они сделали ручки задних дверей. Они утапливаются и они сливаются с фарой в одно целое, как бы позиционируя себя как минивэн какой-то, да, то есть это выдвижные такие двери минивэна, как будто бы. Чересчур скошена крыша, из-за этого амбразура получилась маленькая, вид не очень хороший, вид обрезается, и из-за этого же у нас крадется драгоценный багажник. Сегодня мы замерим багажник Антохами, наверное, и посмотрим, как он поместится сюда. Двухэтажные фары. Они прям очень выделяются, смотрится это очень и очень красиво. Современная LED-оптика здесь стоит, установлено все красиво, все четко, но мы сюда пришли с главной целью, это сравнить ION V Plus с Leapmotor C11. Для этого мы сейчас перейдем к цифрам. Габариты, ребят. C11 на 10 сантиметров длиннее, на 1,5 сантиметра уже. C11 также на 5 сантиметров ниже. У C11 колесная база больше на 10 сантиметров. Мощность двигателя. У C11 200 киловатт, здесь 165 киловатт. Крутящий момент. Там 360, здесь 350. Мы выбрали специальную комплектацию с запасом хода на 600 километров ION V+. Также C11. Так вот, у этих двух комплектаций батарейки разные установлены. В C11 90 киловатт-часов, здесь 80 киловатт-часов. C11 в теории может проехать больше при эко-режиме каком-то, да. Здесь установлена та же самая тройная литиевая батарейка, как и во многих электромобилях, но устойчивая к прокалыванию гвоздем. Как они это сделали, честно говоря, я не знаю. Это не литий фосфат, это тройная литиевая, но она устойчивая, безопасная. Со слов производителя, эта батарея имеет более высокий
срок службы, в отличие от других электромобилей с тройной литиевой батарейкой. По заявлению компании JAC, даже после 1600 циклов батарейка остается на 95% качестве, уровне. Сейчас мы поговорили с начальником салона JAC, он нам рассказал немножко про эту батарейку. Здесь, в отличие от других электромобилей, в каждом блоке, в каждом батарейном отсеке есть свой мини-компьютер, который управляет конкретно своим блоком. То есть, если, допустим, блоку требуется подогрев, этот мини-компьютер включает подогрев. Требуется охлаждение, он включает охлаждение. Что касается подогрева и охлаждения, здесь жидкостное охлаждение и подогрев батарейки. Батарейка выдерживает температуры от минус 30 до плюс 55 градусов по Цельсию. Водонепроницаемая батарейка по стандарту IP67. Батарейка, кстати, производство не JAC, это не их личное производство. Они закупают это у отдельной фабрики. Моторы разрабатывает компания JAC. Ребят, что касается материала корпуса, база выполнена из алюминия. Здесь полностью, как вы видите, это настоящий шаблон, то есть все так и есть, скелет. Здесь база из алюминия, а сам корпус выполнен из стали. Сталь не оцинкованная. И, что немаловажно для наших холодных регионов, да, здесь также элементы шасси выполнены тоже из алюминия. Представители компании ION говорят, что они черпали вдохновение при создании этого электромобиля у фильма «Звездные войны». Так это вот оно, почему мне больше нравится. Ты фанат «Звездных войн»? Ну, как бы да. Ничего себе ты угадал, смотри-ка, а. Я не знал этой информации. Случайно взял, Майк? Случайно. Это судьба, ты должен, значит, его брать все-таки, да? Хотя нет, 10 тысяч лайков приближаются к Leapmotor C11, поэтому я думаю, возьмешь ты C11. Двухэтажные фары, они, в принципе, чем-то похожи на вот эти вот корабли, которые были в «Звездных войнах», космические. Заглянем под капот, в сердце ION V+. Здесь, в отличие от C11, капот просто так не открывается. То есть есть та самая защита, про которую говорили наши зрители. Газовых упоров нету, да. Все по стариночке у нас, с рычажком, с упором. В ION V+, только передний привод. Полного привода здесь нету. Мощность движка во всех комплектациях 165 киловатт и 350 ньютон-метров крутящего момента. Во всех комплектациях. Если вы помните, в C11 есть полный привод. И причем за довольно-таки приемлемые деньги. В отличие от C11 здесь все открыто, все доступно. Ничего не запломбировано, не закрыто. Шумо-теплоизоляция есть, это хорошо. Газовых упоров нету, это плохо. Заявленный разгон до сотни 7,6 секунд. Ну, конечно же, мы сделали свой замер, и он составил 8,2 секунды. $60. $100. Заявленный расход 14,9 киловатт-часов на 100 километров. Если пересчитать стоимость киловатт и стоимость бензина, то получается 1,7 литра на сотню. Но реальный расход мы также замерили, и сейчас мы его посмотрим. Так, ребят, ну вот средний расход на тест-драйвской машине, на которой все ездят, 22,3 киловатт-часов на 100 километров. Багажник, ребят, открывается вот такой кнопочкой. Здесь вот есть наклейка, которую, если вы сорвете, потом будет довольно сложно вашим друзьям и знакомым, которые не знают этот электромобиль, открыть багажник. Потому что нестандартное решение. Справа, снизу спрятано. Окей, открывается багажник таким образом. Есть автоматическое открытие, автоматическое закрытие багажника. И вот теперь, что касается объема. Это вот боль, глубокая боль нашего друга Антона. А почему? А потому что его друг, второй Антон, сюда, наверное, не поместится. Ой. А тут одному Антохе тесновато. Ну, только если вот так. Ёшкин кот. Ай, клаустрофобия сработала. Очень тесно. Но знаешь, что, Леша, интересно? Вот ниша должна быть такая хитрая. Есть ли она? Вот мне понравилось, какой багажник сделали у C11. А в принципе здесь тоже, смотри.
Но у C11 еще и задний привод, вдобавок ко всему. Давай мы проверим 2 Антохи, если мы это все отсюда вытащим. Раз. Второй этаж. Ну, то есть полноценное колесо сюда ляжет, да? Ляжет. Ну, если только без второй полки. Вот у нас, если отсюда, получается 28 сантиметров. Это вот глубина получается от полки. Колеса у нас 235, влезают от края до края 96 сантиметров под днищу. 80 сантиметров, вот крыша у нас вот так отсюда идет. Вот до сюда, давай вот так вот ее. Здесь 55. То есть тут у нас 80, здесь 55. С крыши до низу метр. Если пересчитать на литры, получается вот столько. Но вот так мне больше нравится. Гораздо. То есть в дальнее путешествие уже можно собраться всей семьей. И прям вот очень даже хорошо. А инструменты? Да сюда столько всего влезет. Сюда и инструменты погрузил, туда картоху бросил. Прям будь здоров. Закрывай. Красота! Ну типа, создайте более комфортные условия сразу же. Так, а если вот мы полку назад поставим, как это все дело будет? Вот допустим, вот она, у него такая она есть, да? Красота, сейчас мы ее сюда вот, раз вот так вот. То есть я с магазина туда 3 мешка картошки бросил, и прям комфортно. Да я коляску сюда погружу спокойно. Ай, как я ошибался, говоря, что здесь нету багажника. Проверим честность их заявленного клиренса. Вот здесь, наверное, у нас самое такое маленькое место. 23 сантиметра. Да нет. 19. Вот здесь еще есть такое место. 19 тоже. Тогда получается 19, это без загрузки. Так, ребят, центральный замок здесь есть. Активируется он при помощи касания. Вот такого. И активируется он с 2 сторон передней двери. С правой и левой дверь передние только. На задних дверях нету. Пороги у нас здесь не закрытые. Есть такой наплыв, вот этот вот, да, который, в принципе, будет грязный, запачканный. Ребят, ключик выглядит вот так. Это задняя часть, это передняя часть. Функционал. Закрытие, открытие машины, открытие лючка зарядки, открытие багажника и многофункциональная кнопка. При закрытии у вас автоматически закрываются все окна, если они были открыты. Пока держишь кнопку открытия машины, стекла опускаются вниз. Колеса у нас в базе 19 дюймов, в максималке 20 дюймов. С подвеской, ребят, тут ничего особенного. Спереди Макферсон, сзади независимая подвеска. Тормоза спереди вентилируемые, сзади не вентилируемые. Она опять запищала. Что такое? Она меня начинает раздражать. Мне что, с закрытой дверью снимать? Я хочу вот так вот сидеть. Я приехал на природу, я раскрыл дверь, я включил музыку, у меня колонки, да, у меня музыка играет на природе. Вот я нажимаю тормоз, она выключается, сигнализация выключается. Отпускаю тормоз, проходит какое-то время, она начинает снова пищать. Ты вот так расхваливаешь этот Ion V. Как мне выключить кондиционер? Нажми на кнопочку вентиляции. Нажал. И сделай off. Где? Ну почему так нелогично? Ну все же было хорошо. Вот, все. Нужно было нажать на температуру. С этим разобрались. Поехали дальше. Сейчас я буду ее жестко хейтить, чтобы Антон купил Leapmotor C11. Опа. Так, ага, есть функция настройки. Все, сели, сиденье настроилось под нас. Под наши настройки, вернее, под настройки нашего менеджера. Мне нравится, что удобное очень переключение, быстрое между режимами, да, удобно. То есть ты едешь, нажал, вот тебе всего 5 режимов здесь. Есть Эко, Эко Плюс, iPedal, Normal и Sport. Сейчас едем в режиме Sport. Ух, что ёшки-мамы. Машинка резвая. На скорость мы ее протестировали. Чуть позже вы это увидите. Все замеры. Начнем вот с этого вот мониторчика. Дисплей водителя. Я знаю, что я даже приборной панели уже все перестал называть эти дисплеи. Это просто дисплей водителя, будем называть так. У него есть 4 режима. Есть режим карты.
Вот такой вот обычный. То есть мы включили сейчас навигацию, у нас едет навигация. Навигация на большом экране и дублируется вот здесь на дисплее водителя. Но если вы там совсем хотите правильно ориентироваться в пространстве, и можно включить такой режим, нажимаем на View, и у нас отображается вот в таком виде, смотрите, ребят, у вас видео, и она показывает, куда, вот сюда перестроитесь, прямо показывает вам по полосам движения. А еще раз перестроитесь, смотрите, прямо, видишь, как он показывает. И дальше показывает, что у вас сейчас будет разворот, видишь? Смотри, как четко вообще, а? А ну-ка, интересно, тут сейчас еще у нас есть еще одна полоса, вот он сможет ее нам показать. О, смотри, показывает. Раз, еще раз. Ну-ка, и вот сейчас у нас будет разворот, и что он нам покажет? Ничего не показал. Ну ладно. Я думаю, что многим очень полезно будет. Удобно. Правда, приходится сюда смотреть постоянно и сопоставлять с картинкой за стеклом. Следующий вид, это у нас обычный, вот такой вот стандартный, да, скажем, стандартная приборная панель как раз таки. Вот сейчас тут режим у нас показан, переключатель, скорость и все прочее. То есть. И есть еще один режим, это вот такое вот просто отображение, опять же, полосы движения и скорость и расход. Сейчас мы хотим протестировать автопилот, да, Антон? Есть автопилот или нет? Есть. Есть автопилот. И мы хотим посмотреть, насколько он хорошо работает, потому что в Leap Motors 11 нам не получилось его включить. Едем, да? Угу. Смотрите, руль все подруливается у нас. И мне интересно, через сколько секунд он скажет, что я обнаглел и что я не держу руль. Ага, пожалуйста, держитесь за руль. А мы не держимся. Прозвучала сигнализация. Вышло красное предупреждение. Проснись, говорит. Все, сбросилось. Сбросилось, смотри. И что? И мы едем просто прямо. Мы съезжаем с дороги. То есть, получается, смотри, что у меня Леон, да, он тормозит. Как только, если ты нарушил, если ты там не взялся за руль, ну, предположим, ты ехал, и тебе стало плохо за рулем. Автомобиль, по идее, должен остановиться. Здесь он не остановился, он просто продолжает ехать. В общем, хорошо, что есть автопилот, это удобно, это, ну, прям, мне очень нравится автопилот. На длительные какие-то дистанции, на длительные путешествия он прям очень выручает. Чтение знаков, или это, скорее всего, он берет с карты сейчас знаки, потому что знаков здесь не было. Удобно. Показывает ограничение скорости. Классно, супер. Руль мягкий, комфортный, прям вот приятный руль, охват такой. Он, по мне так, он чуть-чуть немножечко великоват. Прям, знаешь, где-то вот на сантиметр, может быть, там на полсантиметра он немного великоват. Но это так, просто первоначальные ощущения такие. В базовой комплектации руль не мягкий, из пены, из такой. Она не жесткая совсем, не деревянный. Дешевенький, Да, кстати. уже дешевенький. С левой стороны у нас управление, с правой стороны регулировка круиз-контролем и автопилотом, если он есть. В базе, кстати, его нету. Можно ли его сдвинуть? Есть у нас по вылету и по высоте. Все. Да хватит пищать, что такое? А? У нас не максимальная комплектация, но здесь у нас есть регулировка по высоте, по вылету, и есть еще настройка поясничного подпора. Два больших дисплея, приборная панель водителя 12,3 дюйма, мультимедийный экран 15,6 дюймов. Ты так смело назвал экран, это уже телевизор. Экран ноутбука. В отличие от BYD, нельзя его здесь менять, горизонтальное и вертикальное положение. Но, в принципе, оно, наверное, мало кому нужно. Здесь у нас консоль. В базе нету здесь беспроводной зарядки. Максималки она есть. Я на Taobao увидел, на Ion Y, на Ion V, что продается отдельный модуль беспроводной зарядки. То есть ты хочешь купить машину за 200 тысяч юаней и потом ее еще кастомизировать? Ну это же база. Это у нас сейчас, вот здесь вот в салоне стоит, самая-самая дешевая комплектация, которая стоит 172 600 юаней. Все 11 минималка стоила 160 тысяч юаней. Не кожа, там кожа. Руль не кожа, беспроводной зарядки нету. Все такое прям урезанное. То есть получается подогрева руля нету, подогрева... Антон, автопилота нету. Два подстаканчика, вот такие вот, скрытые, да? Здесь у нас полочка. Все там, ничего там не скрытых никаких нету лючков. Что происходит, Антон?
Как выключить свет? Что-то, мне кажется, эта машина какая-то нелогичная. Ищем, как выключить свет. Во, все, вот. Все, я выключил. Ага, сенсорный все-таки. Сенсорный. Давайте быть честными, да. Вот здесь все-таки кресла именно по своей форме, они более комфортные, чем C11. У C11 короткие кресла, и для наших длинных ног европейских они все-таки немножечко коротковатые. Так, ладно. Ой, а что это такое маленькое, смотри. А бардачок, смотри, какой маленький. Даже эта штука не помещается. Антон, зеркала без подсветки. В смысле? Без подсветки. 172 тысячи юаней. Нахрен, все, я пошел, короче. Ты куда? Стой, все 11 пошел. Да ну ее, эту машину. Вид сзади у нас через зеркало, через амбразуру не очень большой. То есть у нас за счет вот этой покатой крыши стекло узкое. По динамике, ребят, у нас сейчас спорт-режим. С пробуксовкой прям уходит, вообще машина рвет. Мощности у нее хватает. Здесь у нас модель 135 киловатт и 350 ньютон-метров крутящего момента. Проезжает на 600 километров на одном заряде по циклу NDC. Эта комплектация стоит в Китае 200 тысяч с небольшим, там 201, по-моему, тысяча юаней. Это не минималка и еще не максималка. Максималка стоит 230 тысяч и проезжает 700 километров. По управляемости, слушай, вообще вот как бы вот холостого хода у руля нету, информативность хорошая, мне прям нравится, очень четко. Все хорошо. Здесь руль в меру наливной, в меру свободный, но единственное, я говорю, для меня он великоват. Я прям чувствую, знаешь, себя как будто за рулем грузовика какого-то. Давай посмотрим режим iPedal, который любит Антон у нас очень сильно. Оп, нажали и катимся. Ну, как это iPedal? Да вот никак. Вот как, когда автомобиль катится просто? Ну, почему? Должен встать. Он должен встать, конечно, должен просто затормозить и остановиться, а мы катимся. Давай с Эко Плюс его сравним. Сравним с Эко Плюсом, да, его? Та же самая усиленная рекуперация, и машина также продолжает ехать. Да, в чем разница, вообще непонятно. Здесь, как у BYD, нету отдельной настройки руля, тормоза по комфортности. Здесь есть только настройка подвески. У нас есть комфортная и спортивная. Механическая настройка. Электро нету, только в более высоких комплектациях. Есть, кстати, нижняя полочка еще. 2 USB разъема, 12-вольтная розетка. Все, больше ничего нету. А помнишь, что было в C11, Антон? И там и вот такие поднимаются, и для наушников там есть, и то есть, и это есть. Там по фишкам, по плюшкам, там по карманам, конечно, это, наверное, лучший автомобиль китайский, который я видел. Задний ряд. Вот задний ряд здесь комфортный. Нормальная сидушечка, длинная. Мой рост 185 сантиметров. Кому интересно, тут запаса прям хватает. Вообще тут больше кулак, даже 2 почти влезает. Красивая панорамная крыша. Все прям такой вот вид, даже в базе, да, даже в базе у вас красивая панорамная крыша. Я всегда почему-то переживал за то, что вот эта панорамная крыша, она не спасет от солнца, да. Солнце видно, да, солнце через нее проходит, лучи, то есть видно эффект такой, как будто через очки. По глазам не бьет, не мешает. Но на 100% от солнца вы не спрячетесь. Крыша здесь огромная, панорамная, да, вот эти вот рамки, они меньше, чем у других машин. Шторки, к сожалению, здесь нету, потому что, ну, все-таки, мне кажется, должна быть такая опция. Шторка – это все-таки необходимая вещь в машине, я считаю так. Но, как говорит менеджер, на Taobao продаются отдельные шторки для этой машины, то есть можно поставить все это самим уже, и, соответственно, у вас будет автомобиль и с панорамной крышей, и со шторками. Места здесь хватает, то есть вот я сам за собой спокойно сажусь, места мне тут хватает. Я сейчас сдвину до максимума прям. Вот, максимально. Сзади у нас 2 дефлектора, есть разъем USB. Есть также подстаканники. Подстаканники, подлокотник с подстаканниками, выдвижные упоры. Все дела здесь. Ну, сидеть комфортно. Слушай, задний ряд, он, в принципе, облегающий такой, удобный, хороший. Здесь во всех комплектациях кожзам. Опять же,
в копилочку минусов. Что касается панорамной крыши, знаешь, мне не нравится панорамные крыши тем, что они воруют люк. Есть такое. А в Leapmotor C11 там есть люк. Самая большая панорамная крыша. Но то, что придется тебе колхозить здесь и придумать какую-то шторку сюда самому, самостоятельно. А без шторки, ну, как-то, мне кажется, панорамная крыша тебе скоро надоест просто, и ты будешь уставать от того, что постоянно у тебя светло в салоне. Дефлекторы, ход мягенький такой. Ремни безопасности регулируются по высоте. 6 колонок в базе комплектации. Производство Ion. Пластик сверху. Здесь такой, он как бы даже не пластик, а похож такой на прорезиненный пена. Пена, в общем, да, это пена такая мягенькая, то есть это не жесткий какой-то такой деревянный пластик. Здесь тоже пена. И здесь у нас кожзам, вставочки кожзам. В базе у вас нету ни подогрева, ни вентиляции сидения. Вот здесь отсутствует горячих клавиша, которая есть в комплектациях выше базовой. В максималке вот здесь вот есть горячая клавиша, которая активирует сидушки. И здесь можно делать у нас подогрев, вентиляцию сидений, но только передних. Во всех комплектациях есть подогрев зеркал, даже в базовой. Ну, хоть в этом не обделили. Ну и в максималке еще здесь камера салонная, которая просто для развлечения и делать фотографии. И также, как нам сказал менеджер, что эта камера вас предупреждает, если вдруг кто-то в салоне закурил. Ну, она там типа говорит: ребята, курение вредит вашему здоровью, да? А здесь установлена камера, которая следит за вашими глазами, за усталостью глаз, если вы вдруг где-то засыпаете или там медленно моргаете. Она вас предупредит и включит кондиционер немножечко похолоднее, там, сделает громче музыку. Так, ребят, сейчас мы протестируем автоматическую парковку. Включаем сканер. Вот так вот он отображает, получается, ищет. Да, мне интересно, вот эту найдет он или нет с правой стороны. Справа. Вот, нашел. Давай, нажимаем. Оп. Нажали. Так, и поехали. Все. Я ничего не держу. Не нажимаю никуда. Слушай, прям задний вид прям очень маленький. Через амбразуру я имею в виду. Да и через зеркала тоже, в принципе, не очень хорошо отображают. Мы воткнули 15-дюймовый монитор. Да, чтобы так можно было видеть. Ну, все, работает, все хорошо. Все, говорит. Молодец. Также есть функция такая через приложение в телефоне. Если у вас узкое место, две машины стоят рядом или там столбы какие-то, можно, соответственно, машину загнать в это место и также вытащить. Как это все делается, мы снимали в обзоре на Ion Y. Поэтому, если вы еще не видели, пройдите по этой ссылочке. Так, Антон, смотри, какая камера. И опять же, смотри, прозрачный автомобиль, да, то есть, мне кажется, есть возможность такая менять, наверное, смены есть. Но прозрачный автомобиль, мне понравилась эта функция, зашла прям вообще, особенно когда там проезжаешь под какими-то люками там или ямками. Что касается шумки, здесь у нас одинарные стеклопакеты, все 11 двойные, и, соответственно, здесь сильнее слышен шум от проезжающих машин. Антон, наверное, со мной не согласится, но я скажу, что мне C11 больше нравится, чем Ion V. Здесь 8 подушек безопасности, как в базе, так и в максималке. У нас 2 в стойке, одна здесь, здесь и задний ряд. Подушки безопасности. 2 сзади, 2 спереди. 4 по бокам, всего 8 штук. Включение происходит у нас без кнопки, то есть это уже новый этап, новый шаг в развитии электромобилей. Нажали педаль тормоза, нажали на драйв и поехали. Все. Главное, чтобы ключик у вас был с собой. Ключик либо приложение. Как говорят сами представители компании, сейчас пока мощности завода JAC по выпуску этой машины хватает только для того, чтобы обеспечить китайский рынок. Поэтому они пока еще даже не запариваются с английским языком, его здесь просто нету. Но задатки к этому имеются. В подменю экран есть английский язык. И когда вы включаете его, у вас переводится
экран водителя полностью на английский язык. Вот уже здесь пишется, все написано по-английски уже. Вот у нас китайский язык и английский язык. Как только китайский рынок насытится их собственными электромобилями, то они, наверное, начнут делать английский язык. Антон, вот я озвучил столько минусов. Давай, наверное, ты сейчас немножечко машину свою любимую защитишь. Да я вот даже и не знаю теперь. Вот за 17 тысяч, за 170 тысяч юаней отсутствует лампочка в зеркальце. Ну это же уму непостижимо. Если голосовать кошельком и чисто думать о технических характеристиках, я все-таки считаю, что C11 выигрывает. Дальше, может быть, если у вас есть средства чуть подбавить, вам нравится внешний дизайн, и вы готовы купить более дорогую комплектацию, то, в принципе, вот эта машина уже больше нравится, чем C11. Ты захейтил ручки. Я не знаю, то есть по мне, с моей точки зрения, что эти ручки, они сочетают два варианта. Вроде бы как и классический вариант, и вроде бы как нет. То есть они вот выехали полноценно. Когда я подхожу, мне не нужно нажимать, там, оттягивать какую-то часть. И когда я открыл дверь, отпустил обратно ручку, меня ничего не прижимило, не прищемило. В отличие от Huawei-овской машины M5, там просто страшно. Я 3 раза пробовал это сделать, у меня все 3 раза меня прищемило. У C11, в принципе, с ручками тоже все нормально. Я не знаю, Леша, я в полном распутье, C11 или Aion V, но если именно за эту стоимость, ни копейкой больше, то тогда точно C11. Еще один момент, Антон. Закрой все стекла, а вот теперь закрой дверь. У меня дверь не закрылась вообще. Да вы что, издеваетесь, что ли, ёпрст? Нужно хлопать. Ну, наверное, да. То есть по техническим характеристикам машинка проигрывает в плане вот соотношения цены. Да хорош пищать. Да, бренд JAC решает, но живя в Китае, я в принципе верю в компании, которые там только открылись и будут поддерживаться. Li-ONE. Li-ONE это был стартап. На данный момент, по крайней мере, у тебя никаких глобальных проблем не было, а только одни плюсы с обновлениями прошивок, закатили тебе английский и тому подобное. То есть, в принципе, даже, может быть, молодые компании шевелятся больше, чем какие-то крокодилы. Так, Леша, а чем же тебе C11 это больше нравится? Мне она нравится больше внешне, больше мне нравится она шумкой своей, больше мне нравится гибкостью системы. И как-то мне по комфорту она показалась более комфортная, чем Aion V. Да, мне вот тоже кажется, что C11 чуть-чуть покомфортнее, но чисто внешне мне нравится больше Aion V. Он такой более брутальный. Мы сейчас едем в режиме комфорт, и также мы, получается, в режиме спорт. Хочу я переключиться на iPedal все-таки. Твой любимый режим. Да. То есть режим просто с какой-то повышенной рукоперацией и все, по большому счету. Ну, мне нравится, как высоко сидишь. Прям вот, я даже еще могу выше сесть. Это прям все, это максимум, да, и... Но обзорность такая прям капитальная, крайней мере, вперед. А вот с зеркалами, с боковыми заднего вида, это прям полная беда, прям вообще. Вот по сравнению с машинкой, они вот такие вот такие вот. Тошниловка. У iPedal тошниловка. Мне не нравится здесь iPedal, как и в Aion V. Уйду-ка я в режим Normal. Ура, мы нашли кочки. Едем. Мы нашли неровную дорогу. Хорошо. Прям вообще хорошо. Так, из плюсов для меня однозначно это то, что можно сесть очень высоко. То есть для низкорослых здесь тоже будет достаточно высоко вылета. Я 1,78 м. То есть в целом я среднестатистический. Китаец. Да, среднестатистический китаец. Ну, шумка тут хуже, чем в C11. Да. Отличие прям вот в ускорениях чувствуется от переднего привода и заднего привода, соответственно, да. Не забываем, что C11 заднеприводный автомобиль. Но мне больше переднеприводные нравятся в целом. По как они управляемость и тому подобное. Мне не понравилась педаль тормоза. Мне кажется, она какая-то слишком мягкая. В ней информативности не хватает.
То есть чуть-чуть пожестче, мне кажется, она должна быть на такую машину. Ребят, спасибо за просмотр данного ролика. Напишите в комментариях ваше мнение про эту машину. Машина хорошая, действительно хорошая. Несмотря на то, что мы сейчас вот там про нее гадости всяких наговорили, но несмотря на это GAC, это Ion V, это хорошая машина. Действительно, с соотношением цены очень-очень хорошим, опять же, да. Поэтому интересно ваше мнение, пишите в комментариях. Ну, а с вами была компания PandaWay из Китая. Будьте с нами, и у вас все будет хорошо.